Спасибо за помощь. Потом поблагодаришь. Бегом за мной. Куда мы направляемся? Недалеко есть грузовая платформа. Мы можем использовать ее, чтобы спуститься вниз. Омега, подожди. Объясни мне, что произошло со мной? Ты правда хочешь поговорить об этом сейчас? Да, именно сейчас. Это произошло не только с тобой. По всей планете прошел импульс энергии хаоса. В наш мир ворвалось что-то очень могущественное. Ворвалась? Как и говорилось в предсказании Ехидн, наступил полный хаос, катастрофа, из-за которой теряется грань между временными потоками. Я не понимаю тебя. Утечки энергии хаоса усиливают самого хаоса. Нечто попало в наш мир, и только ты можешь спасти его от катастрофы. Я? Позже договорим. Приближаются роботы. Надо спускаться. Тебе бы стоило ухватиться за что-нибудь. Тряхануть может так, что... Вот проклятие. Я должен найти Омегу. Черт, Омеге придется подождать. Кинетическая ловушка. Кажется, он твердо намерен меня вернуть. Так, это какой-то грузовой транспорт. Думаю, он мне понадобится. Омега, держись там. Эй, Омега, ты жив? Сенсоры активны. Ох ты ж, черт побери, как я рад, что ты в норме. Это не важно. Самое главное, в норме ли ты. Ну, несмотря на усердные попытки доктора угробить его лучший эксперимент, да, я в норме. Это хорошо. Мы не можем потерять тебя. Надо выдвигаться дальше. Так, Омега, стопэ. Я думаю, что патрули будут еще долго искать нас в этой дыре, поэтому ты сможешь ответить на несколько моих вопросов. Что значит это твое «мы не можем потерять тебя»? Что происходит? Что ворвалось к нам в мир? Как ты умудряешься оказываться в идеальное время, в идеальном месте, чтобы спасти меня? Зачем? Это все взаимосвязано. Твоя жизнь сейчас значит больше, чем чья-либо еще. Так объясни мне, почему? Во время 7-часового восстания очень сильно были разрушены мраморные сады. Но это привело к тому, что были открыты архивы, запечатанные ранее. В них были найдены пророческие таблички Ехидн. К сожалению, точному переводу они не подлежат, но самое главное удалось прочитать. Грядет время, когда хаос обретет свою истинную мощь. Наступит эпоха хаоса, и весь мир содрогнется под натиском его армии. И сквозь кровь и страдания найдется тот, кто положит конец его правлению. Тот, чья душа черна, как уголь, чьи мысли блистают, как кристалл. Ни добро и ни зло. Он станет тем, кто сразит древнего бога разрушения и вернет гармонию в этот бренный мир. На время. Пророчество Ехидн? Что за бред? Они раньше не ошибались. Они создали статую Соника за тысячелетия до его прибытия и нарисовали фреску, символизирующую его первую битву с Эгманом за королевский изумруд. То есть ты хочешь сказать, что хаос должен восстать и попытаться уничтожить мир? Такова его природа. Я не знаю. Большой Хэ не показался мне таким ужасным. Он помогал мне найти мое прошлое, давал хорошие советы. А вот, кстати, ты постоянно спасал меня от смерти, словно зная заранее, где и когда я должен погибнуть. Сейчас это моя задача. Ты подозрительно часто предлагал мне темную водку. Что? Я никогда не. Я предложу тебе самому узнать побольше о нем. И о себе тоже. Потом ты направил меня в архивы. Прямо в ловушку Эгмана. Но ты ведь вырвался? Еще я хочу втереться в доверие к Сонику, чтобы предать его в самый подходящий момент.
Самоуверенный ублюдок. Он говорил не о себе с Соником. Он говорил о нас с тобой. Что? Твои мысли нелогичны. Понятно, почему каждый раз ты спасал меня от смерти. Я не нужен Эгману мертвым. Водка, которая всегда у тебя с собой, готовая на случай, чтобы вырубить меня и подготовить для доктора. И архивы. Я слишком много узнал из них, да? Чтобы осознать, что ты работаешь на него. Нет, ты неправильно все понял. Прочь отсюда. Что? Прочь отсюда, пока я не разорвал тебя на железной ошметке. Шэдоу, пожалуйста, успокойся. Это не так. Я сказал прочь отсюда! Как теперь можно кому-то доверять, когда вокруг одни предатели? Соник, Соник, ты там? Что ж, пора разобраться с тобой, Лис. Вон отсюда! Но это ведь майор. Пошел вон отсюда! Соник! Соник! Я же точно слышал взрыв. Где взрыв, там проблемы. А где проблемы, там и Соник. Все верно. Ну что, кто у нас тут теперь беспомощный подопытный? Шэдоу, пусти меня, я объясню. Ты уж постарайся. Послушай меня, я не собираюсь оправдываться. Да, я работал вместе с Эгманом. Да, я этим и горжусь. Но это дало свои результаты. Мы узнали столько нового. Мы научились направлять энергию хаоса. Мы научились ограждать себя от большинства негативных последствий ее использования. И все еще не оправдание. Слушай, если ты действительно смотрел записи, то должен знать, что я был против этого. Да, про это я читал. Я пытался тебя защитить. Я требовал, чтобы он не причинял тебе вред. Мы постоянно спорили с ним по этому поводу. Но он хотел больших результатов. Но мы не могли их получить, просто беспрерывно сканируя твое тело. Он хотел вскрыть тебя. Я заставил его передумать. Сегодня ему это почти удалось. Сегодня? Не тогда. Прошло больше 5 лет, как мы с ним перестали работать. Я думал, он прекратил опыты. Почему ты не рассказал мне этого раньше? Я не был уверен, что это не очередной цикл. Чего? Видишь ли, ты уже не в первый раз начинаешь свой путь реставратора истории. Это уже было. И не раз. В один прекрасный день ты просыпаешься и считаешь, что пора узнать, кто ты. Бегаешь, достаешь всех, что-то да узнаешь. И заканчиваешь в архивах Эгмана. Вот что он имел в виду. Я сомневался, что этот раз отличается от остальных. Что ж, он отличается. Теперь все серьезно. Я намерен основательно испортить жизнь доктору любой ценой. И я все еще хочу помочь. Ты так ни разу и не принес мне ту капсулу. Капсулу. Что-то так слабо припоминаю. Из рассказа Эгмана ты упал к нему на корабль в капсуле. Он показывал ее тебе. Если ты все же принесешь ее мне, я смогу тебе подсадить. Да, вспоминаю. Она на летающей батарее, откуда я только что сбежал. Если для тебя это важно, то оно стоит того, чтобы рискнуть и вернуться. Но как я туда попаду? Может быть, тебе это поможет? Это мой булыжник? Не совсем. Это хорошая копия, совпадающая с оригиналом по бла-бла-бла длине волны и бла-бла-бла параметрам. Результат наших экспериментов. Спасибо. Не благодари, пока не извлечешь из этого пользу. Не забыл хоть как им пользоваться? Еще бы. Я всегда помню 3 вещи. Свое имя, свою способность к телепортации и свою привязанность к алкоголю. Почему-то мне показалось, что я это уже говорил. Если позволишь, я продолжу поиски одной синей проблемы. Ты найдешь меня в стартовом комплексе, когда вернешься. Ладно. Надеюсь, ты работаешь. Может быть, я и ошибаюсь, но это сработало. Он снова приземлился здесь. Ох, не ты опять. Кажется, я узнаю этот коридор. Да, я почти попал. Это путь на склад. Она должна быть где-то здесь. Я помню это. Отлично. Фух.
И что же мне теперь с тобой, громадиной, делать? Да отвалишь ты от меня! Вот дерьмо. Ох, черт. Вот же ж меня занесло. Задница будет еще долго гореть. Это все на твоей ответственности. Все. Побег Шэдоу, диверсия на коллайдеры. Теперь еще и взлом с проникновением. Вы приказали отправить туда хаос-бага. Не оправдывайся. Ленивый тупой робот ничего не можешь сделать как надо. Я даже не был назначен на эти задания. Я был в Метрополисе, контролировал процесс производства 126-й партии темной водки. Не думай, что это так сойдет тебе с... А, черт. Партия готова? 64% плантации еще не готовы. Нам нужно больше древесины. Черт. Нам нужно ускорить процесс. Что с остальными фабриками? Фабрика Зеленохолмья не работает более 3 лет и восстановлению не подлежит. Фабрика в стартовом комплексе захвачена Тейлзом и переоборудована почти 5 лет назад. Проклятие. Это значит, что у нас больше не осталось фабрик по производству темной водки, кроме как в Метрополисе? Именно так. Большое спасибо вам, доктор. Теперь я знаю, к чему мне надо стремиться. Как хорошо, что Шэдоу не знает об этом. Он обязательно попытался бы что-нибудь выкинуть. И кто же это может быть? Омега? Ты еще цел? Увидел призрак прошлого, работник. Да, я цел и невредим. Это он ворвался в ваш офис вместе с Шэдоу в прошлый раз. Что тебе от меня нужно? Уже ничего. Вы ничего не сможете дать мне, чтобы выполнить алгоритм мести. Ты должен быть уничтожен. Ионное орудие разрушило весь Казинополис и бункер под ним. Как видите, не весь. Поэтому я еще функционирую и готовлюсь принести подарок человеку, который создал меня только лишь для того, чтобы навечно запереть во тьме. Вы гордитесь своим коллайдером, да? Несмотря на такой успешный показательный залп. Что ж, посмотрим, что вы скажете, когда он падет у вас на глазах. Что происходит? Бумер, отчет, быстро! Отчет составлен. Диверсионная операция под основанием ледниковой башни коллайдера. Башня уничтожена. Ах ты ж хренова коробка с болтами. Наслаждайтесь, доктор. Это только начало. Усилить охрану на всех башнях и полостях под ними. А после найти цифровые следы Омеги в системе и заблокировать их навсегда. Теперь это личное. Это что же, он не работает на доктора Эгмана? Тогда я не понимаю его поведения. Надо, наверное, будет найти его. Это еще что такое? Твою ж! О боже, что я делаю со своей жизнью? Ау, горячо! Ох, это довольно-таки больно. По крайней мере, здесь безопасно. Можно немного вздремнуть. Да чтоб тебя... Ого, я и так умею. Вот черт! Надо скорее доставить эту фиговину к Тейлзу. Она меня уже успела порядком задолбать. Вах-вах, какие люди. Мир слишком тесен. Я добыл капсулу. Что ж, интересный экземпляр. Я видел что-то подобное раньше. Она твоя. Поможешь мне добыть из нее какую-нибудь информацию?
Эх, боюсь, сейчас ситуация немного осложнилась. Видишь этот ужас? Ты показываешь мне средний палец? Агась. Рукой хорошо знакомого тебе синего ежа. Это... Что его Эгман так уделал? Нет, все гораздо прозаичнее. Он упал в лаву. Ты не выглядишь достаточно обеспокоенным смертью своего лучшего друга. Не обращай внимания на мой покерфейс. У меня шок. Это пройдет, и я снова смогу плакать. Но на данный момент это только добавляет нам проблем. У меня есть кое-какая задумка, с помощью которой я наверняка смогу все исправить. Ты же не собираешься его воскрешать? 2 очка в пользу Shadow. Ты сам понимаешь, пока я работаю над этим, мне будет некогда заниматься твоей капсулой. Ладно, я понимаю. Кстати, то, что я извлек из твоего генетического кода, помогло мне развить одну теорию, звучащую вполне адекватно, чтобы произносить ее вслух. И мне может понадобиться твоя помощь. Чем же я тебе помогу? По-разному. Подыскать компоненты, детали, может быть даже проследить за безопасностью. Ладно, я помогу тебе, но взамен ты поможешь мне. И чего же ты еще хочешь? Я узнал, что у доктора Эгмана осталась только одна фабрика по производству темной водки. Она в Метрополисе. Ты поможешь мне найти ее и уничтожить? Я там довольно-таки давно не был. Возможно, у меня найдутся старые карты. Я что-нибудь придумаю. Значит, договорились. Куда мы направляемся? В мою лабораторию в стартовом комплексе. Почему бы не телепортировать нас туда? Я как-то об этом не подумал. Хаос-контроль! Ну, вроде попал. Спасибо, конечно, но весь этот мусор мог бы и не приносить. Так, мне нужно обработать эту срань. Пока у меня нет заданий, займись чем-нибудь. Чем-нибудь, что не повлечет за собой ущерб. Чему-нибудь. Я бы сейчас вздремнул. Прилягу, пожалуй, в том кресле, пока спокойно. Ты напугал меня, Большой Х. Что такое? Я хотел поспать. Что? У меня нет изумрудов хаоса? С чего это вдруг? Я, конечно, сильно тебе благодарен за помощь, но ничего не должен. Я не должен тебе подчиняться. Что с тобой такое? Эй, Большой Х, что ты делаешь? Зачем ты это делаешь? Я не хочу с тобой драться. Но и выполнять твои приказы тоже не буду. Я думал, мы союзники. Похоже, что Омега был прав насчет тебя. Ты монстр. Ты жаждешь разрушения. Я никогда не достану для тебя изумруды хаоса. Что? Откуда Эгман тебя знает? Его главный компонент — Хаос Сода. Какое омерзительное, но знакомое чувство. Не может быть. Ты вступил в сговор с Эгманом. Ты не просто помог создать ему темную водку. Ты и есть темная водка. Хаос Сода, это ты. Это отвратительно. Он добавлял в водку часть тебя. Вот почему она усиливала мои способности. Вот почему между нами установилась такая странная связь. Вот почему я могу тебя понимать, когда я пьян. Но теперь я контролирую свои способности. Мне не нужно пить, чтобы использовать их или говорить с тобой. Что бы ты ни задумал, тебе меня в это не втянуть. Я уничтожу тебя, Большой Х. Что ж, теперь мне многое стало ясно. Хотел бы и я так сказать о себе. До сих пор не могу поверить, что он предал меня. Это Хаос, бог войны и разрушения. Он очень хитер и способен на многое. Но он раньше помогал мне. Попробуй заглянуть в себя. Всегда ли он тебе помогал? Не всегда. Я вспомнил. Он захватил корпус робота и насильно пытался заставить сотрудничать. И он наверняка требовал изумруды хаоса, да? Да? Откуда ты... Я уже имел с ним дело. Несколько лет назад я встретился с ним. Ничего не подозревая, я согласился на обмен. Я изучал его, он изучал меня. Те исследования вошли в мои с Эгманом дальнейшие разработки и дали свои результаты. Только сейчас я осознал, насколько он опасен. Но я не сожалею о прошлом. Теперь у меня есть оружие, которое положит ему конец. А теперь к вопросу о нем. Это моя разработка.
Вершитель. И он стреляет кольцами. Ну да. Хаос в своей истинной ипостаси — создание негативной энергии. Противоположная ему положительная энергия порядка — единственное, что способно ему навредить. Кольца, как воплощение энергии порядка, являются лучшим методом усмирения хаоса. Но он может стрелять не только кольцами. Удобный поворотный механизм позволяет переключаться между режимами стрельбы кольцами либо стрелами. Облегченный корпус, сделанный из самых страшных деревьев грибного леса. Удобная форма наведения и классический стеклянный прицел. И, конечно же, удобная система компактного складывания так, что его почти не видно. Ладно, я понял. Отличная игрушка. Можешь не хвастаться. Мне-то зачем это знать? Он твой. Что? Тебе он будет нужнее. Двойной нигер. Что? Тебе предстоит тяжелый бой. Вершитель поможет тебе выжить в этом хаосе. Как ты сейчас меня назвал? Мстителю ведь нужна хорошая кликуха, верно? Нигер, потому что ты черный. Двойной, потому что на твоем жизненном пути ты переродился. Дважды. Ты снова Shadow. Ладно, наверное, ты прав. Вот только если ты решил убить Эгмана, то немного погоди с этим. Мне он может еще пригодиться. В общем, я пафосно передаю тебе этот арбалет, используя с умом и осторожностью. Откуда ты знаешь, что в будущем он мне так понадобится? Я просто знаю, потому что так надо. А что? Мне нравится. Хорошая штука. Я рад за тебя. Развлекайся пока, а мне надо заняться кое-какими делами. Найди карты Метрополиса и дай мне знать, когда я понадоблюсь. Карты, скорее всего, находятся в лаборатории второго сектора, но поживем увидим. Раз уж все так плохо, узнаю, чем занимается Жирный. Да, наверняка так будет быстрее. Не понял, почему он не сработал? Или сработал? О, Шэдоу, ты вернулся? Но я никуда не уходил. Это ты ушел по делам. Ну я тут уже полдня работаю, так что... Объясни мне, что происходит. Понятия не имею. Может быть, со временем все прояснится? Нет, я имею в виду, что за фигню ты накидал в мою капсулу. Ах, это... Вот, насчет нее. Она абсолютно пуста и больше ничего не сказать не могу, поэтому сразу перехожу к делу. В общем, я подумал, что воскресить Соника было бы проще с помощью доктора Эгмана. С ума сошел? Может быть, потому что я обратился к его разуму, который был в полной отключке. То есть, он не поможет. И теперь я немного сомневаюсь в том, что поступил правильно, сообщив ему о смерти Соника. Конечно. Ты думаешь, он ничего не предпримет? Да, каюсь, это был косяк. Поэтому у меня есть подозрение, что он скоро начнет действовать. Попробует убить нас, саботировать проект, захватить мир в конце концов. Жердяй непредсказуем. Поэтому, если что-то случится, у меня будет резервная копия того, что я сделал. Она будет в твоей капсуле, хорошо? Ладно, а что ты хочешь от меня? В случае чрезвычайной ситуации забери ее и спустись в бункер на нижних этажах. Не вылазь оттуда, пока я не скажу. Если же все будет плохо, придется отступать в химзавод во втором секторе. Ага, а там находятся карты Метрополиса. Да, я покажу тебе карты, и наша сделка будет завершена. Ты будешь волен уйти на все 4 стороны, если захочешь. Это меня устраивает. Что мы делаем сейчас? Я продолжаю работу. Ты... Мне безразлично, что будешь делать ты. Есть что пожрать? Вон там, спускаешься вниз и налево. Там мой жилищный отсек. Можешь поесть и отдохнуть, пока я не позову. Там же найдешь и проход в бункер. Бывай. Ладно, бывай. Иди ко мне. Моя кровь течет в твоих жилах. Ты подчинишься мне. Бесполезно сопротивляться. Ты в моей власти. В моей власти. Как я тут очутился? Я же вроде был в гостиной Тейлза, спал. Вполне похоже на начало проблем. Черт, похоже, он остался в комнате Тейлза.
Мне повезло, что я сразу тебя нашел. Что происходит? Что с электричеством? А черт его знает. Тейлз сказал, что тебе пора готовиться. К чему-то. Я его понял. Где моя капсула? Тейлз забрал ее на последнюю инвентаризацию. Скоро ее само переправит в бункер. Надо быстро восстановить энергопитание. Без него ничто никуда не переправится. Я вроде видел резервный щиток по дороге, но Тейлз сказал, что сам справится. Он справится. Но я не намерен сидеть в темном бункере, надеясь на его ответственность. Вперед! Это оно? Да, но Тейлз сказал включать их только в экстренном случае. Что ж, этот случай настал. По крайней мере, одной проблемы меньше. У Тейлза наверняка были причины не трогать резервную энергию. Что сделано, то сделано. Я направляюсь в бункер, а ты возвращайся к Тейлзу и скажи, что мы все сделали. Что ж, это разумный план. Надеюсь, ничего серьезного не произошло. Этот бункер какой-то странный. Я чувствую в нем что-то неправильное. Здесь огромное количество следов энергии хаоса. Настолько много, что даже следы искажают это место. Даже время здесь течет не так, как должно. Что здесь, черт побери, было? Похоже, что у Тейлза все-таки серьезные проблемы. Вот, Дельта-5, я же сказал не стрелять. Вы уничтожите ценные данные. Приступай, мусорщик. Теперь все зависит от тебя. Передача данных пошла. Держись до самого конца. У меня такое чувство, будто наверху происходит бойня. Прошла куча времени. Или не куча времени. Тейлз уже давно должен был хоть что-то сообщить. Надеюсь, все хорошо. Это что, черт побери, было? Что бы там ни случилось, хорошим оно быть не может. Наверное, пора отправляться во второй сектор. Вот мы и на месте. Осталось только дождаться Тейлза. Надеюсь, с ним все в порядке. Ты хочешь знать, какие наши дальнейшие действия? Отведи железяки от этого места. Привлеки их внимание, утащи куда-нибудь подальше и там избавься от них. Это должно выиграть мне времени. Потом возвращайся. Будем дальше думать о твоих проблемах. Я долго ждать не буду. Ну же, засранцы, кто на меня? Да, наверняка пора от вас избавиться. Дело сделано. Теперь вернемся к Тейлзу. Какая неожиданная встреча. Я возьму тебя с собой, пожалуй. Shadow? Наклз. Shadow? Наклз. Shadow. Наклз. Что произошло? Это я должен у тебя спросить. Ну, я помню сражение в воздухе. Я навел двигатель торнадо на робота и бабах! Ау, моя голова! Я выловил тебя возле затопленных руин. Ты крепче, чем я думал. Думаю, скоро придешь в норму. Посиди здесь, рано или поздно Тейлз найдет тебя. Передай ему, что я жду его в офисе. Ладно. И Shadow. Моя благодарность за спасение. Ладно, не благодари, пока не извлечешь из этого пользу. Этот мир катится к чертям.
Что произошло? Я забыл выключить точку сети телепортаторов. Пришлось это сделать сейчас. Но, скорее всего, таким образом я повестил Эгмана о себе. Что ж, паршиво. Он сможет опять напасть. Да, но отступать нам больше некуда. Либо я выполню назначенный план, верну Соника и остановлю Доктора, либо... Все сложнее, чем я думал. Еще и с Наклзом надо что-то придумать. А что с ним не так? Да вроде все так. И одновременно с этим я опасаюсь за него. Чтобы построить машину, которая воссоздаст Соника, написать в ней программу и разработать алгоритмы, мне пришлось пойти на большой риск. Еще одна вещь, которой я никогда не буду гордиться. Ты собираешься за несколько дней создать то, на что должны уйти десятилетия? Мне придется это сделать. И я делаю это. Только вот, боюсь, что здесь небезопасно оставаться. В частности, Наклзу. Я тебя не понимаю. Он хороший мужик, пытается помочь чем может. Но я боюсь, что если он хоть как-то коснется непосредственно разработок, это обернется катастрофой. Не столько для моего проекта, сколько для него самого. А теперь понимаю. Я должен углубиться в работу. Но не хочу подвергать Наклза опасности. С учетом того, с помощью чего я работаю, ему будет безопаснее где угодно, но не здесь. Даже на острове Ангелов. Да. Я не хочу его как-то обидеть или задеть, но мне нужно отстранить его от работы. Ну раз так, отправь его на остров Ангелов. Дай ему задание, которое он не выполнит. Надави на чувство долга или вины. Все для его же здоровья. Боюсь, что так и придется сделать. Если Эгман и схватит его в плен, то точно не убьет. А здесь может произойти что угодно. Что же ты такое страшное творишь? Я не могу тебе сказать. Будет лучше, если никто об этом не узнает. Но все, что я делаю ради нашего блага. Ладно, я тебя понял. Ты нашел для меня карты? Да, конечно, здесь. Да, они немного старые, потрепанные, но других нет. Ага. Такое чувство, что они рассыпятся от одного касания. Да, наверное, ты прав. Поэтому смотри и запоминай. Вот, первый сегмент завода, главный ход со стороны нефтяного океана, но можно срезать прямо со высокогорья. Пересекаешь второй сегмент, и в дальнем блоке третьего где-то здесь будет разветвление путей. Что ж, хорошо, Тейлз, я это запомнил. Теперь я знаю свою цель. И я положу этому конец. Раз и навсегда!